привет. Приветики, приветики. Я таким молодежным словом тебя встречаю. Приветики, уже давно приветики, не чё молод. как? Привет, Жека. Алина. Евгений даже. Почему Жека? Евгений. Хотя мне хочется быть сегодня моложе, чем я обычно. На самом деле ты выглядишь достаточно молодо, так, при этом так, по-мужски, слушай. При этом молодо по-мужски. Ну, прям мужчина. А тебе самому какой тип нравится? Более таких, женоподобных мальчиков или все-таки больше брутальных? Брутальные такие, Да? Да, брутальные. Вот тот самый типаж. Да? Да. Вот тут я бы покраснел, но мне не хватает, наверное, Да не красней. притока крови. Да. Спасибо тебе большое. Весна начинается, ты понимаешь? Да, Время кстати. свиданий. Конечно. Я прямо очень рассчитываю на наше сегодняшнее Хорошо вроде бы общались там. мероприятие. Я думаю, кстати, такая тачка у тебя клевая. Нравится? Да, слушай, ты кем вообще работаешь-то? Есть у меня несколько направлений. Знаешь, друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси, временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Я в определенный момент понял, что нельзя яйца класть все в одну корзину, как говорят умные люди. Это касается многих вещей, и в том числе бизнеса. То есть есть, например, какое-то одно направление, если ты его развиваешь, оно у тебя идет, то нужно обязательно что-то параллельно делать еще, потому что есть большая доля риска, что что-то может пойти не так, и ты просто, если занимался каким-то одним делом, пример, там, работает человек врачом, Да. Предположим, Да. и он косячит, его увольняют, и у него ничего больше нету. Конечно. Да? Ну да. Поэтому, работая врачом, не забывай вкладывать денежку, например, в какие-то там акции, может, небольшие, Да, может кстати, быть, просто зашивать в матрас в виде какой-то валюты быстрорастущей. Не принципиально, но нужно что-то делать надо, понимаешь? Что-то делать, чтобы выглядеть хорошо и покупать хорошие машины. Вот, а я думаю, что в тебе такого интересного-то? А что все обо мне да обо мне? Расскажи, чем ты занимаешься? Ой, слушай, я на самом деле, у меня такая интересная профессия. Я люблю руками работать, у меня handmade. Я делаю трусы. Прям такие классные. Слушай, знаешь, что заказывать? Дима Билан. Прости, ты делаешь трусы? Трусы. Я шью трусы ручной работы, то есть таких ни у кого нету. Это лично на заказ. Дима Билан, там, леопардики всякие, волки. В каждой трусы я добавляю свою изюминку, понимаешь? Это так интересно, на самом деле. Ты можешь вложить кусочек себя для кого-то. Кусочек себя в трусы, да? Конечно. То есть свой кусочек в трусы. Ты имеешь в виду себя. Кусочек себя в это производство. Я думал, прости, пожалуйста. Ты просто говоришь, кусочек можешь вложить. Я так понимаю, Дима Билан вкладывает свой кусочек в твои трусы. Да. На самом деле очень прибыльно. Лично мне просто нравится. Да, на самом деле я творческая личность. Вот. И, это прибыльно, правда. На самом деле, такого еще нигде нет. Ты слышал, что кто-нибудь делал трусы? Я сижу, перевариваю просто. Именно. Ладно, там швея просто трусы, обычным заводом. Handmade. Это прям стартап. Да, это прям своего рода бизнес, прям. То есть бабки приносят. Конечно, да. Я кстати, как раз собираюсь тоже тачку покупать. А, серьезно? Да. Вообще огонь. Я не думал, что на трусах можно и тачку себе еще купить, или заработать, вообще огонь. А что за машину? Да, Мерс хочу, цешку купить. О, хорошее дело, тебе пойдет. Очень симпатичная машинка, и единственное, что, конечно, сейчас они ценники такие стали. Сейчас везде ценники такие. Сейчас везде цены. Это хорошая цель, я тебе могу сказать. Цель вообще просто замечательная, потому что надо ставить вообще, я всем даю такую рекомендацию, надо ставить всегда гиперцели. То есть Конечно, зачем что-то ниже-то брать? Да, на пути к этой гиперцели ты достигнешь много тех целей, которые, если бы ты поставил, которые ты там одну из этих целей всего поставил, да? Вот, поэтому я поздравляю тебя, ты молодец. Спасибо большое. Когда берешь? Да месяца через 2, думаю, там еще буквально немножечко трусишек-то наделать, и все пойдет по красоте. То есть препятствий нет.
Да нет, на самом деле все спокойно вообще идет, вот. Единственное, знаешь что, я просто не хотела сразу сходу так говорить, поручителя бы мне какого-нибудь. На что? Мне просто кредит хочу взять. Тачку в кредит? Тачку в кредит хочу взять. Друзья у меня все достаточно юные. Юные друзья? Да, вот, а ты так солидненько выглядишь, и тачка у тебя классная, и сказал, бизнесом там все шаришь, развиваешься. Ты хочешь, чтобы я поручителем стал? Ну, слушай, да, мы с тобой вроде хорошо поладили, общаемся там. Не, ну мы, может, поладили-то и хорошо, ты меня знаешь 5 минут, а я тебя тоже 5 минут, и ты хочешь, чтобы я стал у тебя поручителем, это, конечно, круто, и спасибо тебе за комплименты, что я выгляжу как достойный поручитель, но ты же понимаешь, что это очень ответственная вообще... Да это вообще очень ответственная ответственность, я вот так скажу, потому что конечно. Коснись мне, конечно, я думаю, ты до конца не врубаешься. Ты знаешь, что если ты вдруг с тобой что-то случится, или ты не сможешь платить за свой кредит, а теперь ответь на вопрос, кто будет платить за него, знаешь? Нет. Поручитель, то есть я. Ты в курсе? А что со мной может случиться? Да все же хорошо, там у меня все стабильненько. Нет, трусы-то, может быть, это стабильный бизнес, но наши отношения-то, они могут быть нестабильными. Вот тебе просто представь ситуацию. У нас с тобой ничего не выходит, я становлюсь твоим поручителем, трусы Билан перестает покупать, и я выплачиваю за тебя кредит. Крутая история? Мне кажется, нет, для меня, по крайней мере. Чтобы стать твоим поручителем, мы с тобой должны быть знакомы 100 лет как минимум. И помимо всего прочего, у нас должны быть с тобой длительные, не дружеские, а другого плана отношения, понимаешь? Я понимаю, что я, может быть, и выгляжу солидно и достойно, но я не готов, мне кажется, в такую историю вписаться. Ну, слушай... Что? Ну, послушаю тебя, да, мне просто интересно. Сказать так-то мне нечего, получается. Да. Ты вообще рискованный человек? Я? Да. Я скажу так, я авантюрный. Авантюрный. Сюда можно, наверное, пристроить и слово рискованный, но мой риск, в отличие от того риска, который был у меня в 20 лет, сейчас очень сильно отличается. Я сейчас рискую осознанно, понимаешь? А в 20 лет я рисковал неосознанно. Что это? Неважно. Запил водой и пофиг, да? Вот сейчас я так сделать не могу. Ну, мне, во-первых, есть что терять, во-вторых, я уже в свое здоровье так не верю, понимаешь? И это касается в том числе и всяких необдуманных поступков в виде того, которое ты мне предлагаешь. Слушай, на самом деле нечего сказать, мне кажется... Что? Мне вот интересно, да, что тебе кажется? Да, как-то мы так-то и не сходимся, наверное. В смысле не сходимся? А как-то мы не сходимся? Ну вот я... Ну ты подожди еще, не, ну какая ты? Рискованно, ну вот как-то... Ну то есть делать кажется... трусы для кусочков чего-то там, то это рискованная тема, да. Это, нет? Конечно, рискованно, нет, но в плане я готова там... Что? Ну что? Слушай, мне кажется, у нас общение все-таки не заходит. Да почему не заходит? Ты просто, ты представляешь, мы с тобой там чуть-чуть знакомы, ты начала с того, что мне нужен поручитель, не хочешь ли ты им выступить. А ты даже не знаешь, на что во что вообще человека вписываешь. Или того хуже, знаешь, во что человека вписываешь. Понимаешь, я ничего не хочу сказать, но как бы ситуация это такая, двоякая, скажем так. И мне тоже, скажем так, немного жаль, что так все развивается. Я тебе могу точно сказать. Может быть, мы тогда оставим эту тему про поручительство, вот, перепьем какого-нибудь кофе, и там дальше будет видно. Может быть, как-то ситуация по-другому развернется. Но в любом случае, поручителем я твоим не буду. Вот сразу заранее могу сказать. В любом случае. Вот глядя тебе в глаза. Слушай, давай там, мне просто бежать сейчас надо. Куда? Ты же на свидание пришла со мной. Мне вот только что телефон звонил недавно буквально. То, что ты не взяла трубку? Да, я не взяла трубку, мне там сейчас срочно нужно идти. Вот. Давай спишемся дальше там, порешаем. Да, я тебя поняла, услышала. Да? Да, вот. Но приятно, в общем, было пообщаться. Ну, смотри. Спасибо тебе большое. Тебе удачи тогда в поиске, поручителя, да? Да, конечно, да. А мне в поиске чего? Тебе в поиске чего-нибудь. Чего-нибудь, хотя бы в жизни. Хотя бы в жизни. Ну, спасибо тебе большое. Давай, мы друг друга поняли. Конечно. Давай, пока. Пока-пока.
О, бля, нихера себе, сказал я себе. А чё, говорит, так сладко подвела. Бывает же по-другому, да? Это она, может, время не хотела тратить, а бывает же так, что ты простречаешься месяц, у вас любовь-морковь, а она такая, типа, блядь, я такой охуенный, будет ссать вот это в уши, блядь. Ненавижу, когда бабы мне ссут в уши, что я охуенный. Я знаю, что я не охеренный. Ну, не настолько, насколько мне это говорят. Месяц простречались, потом она тебе говорит ласково, блядь, такой крутой, я хочу себе тачку взять, буду сама за нее платить. Ты просто, вот выступи просто поручителем и все. Чувак уши развесил. Я, например, пошел, стал поручителем. И ровно через 31 день она выкидывает симку на и на Мерседесе уезжает куда-нибудь в Ставрополь, в Краснодар или в Екатеринбург. Или еще в 3 миллиона городов нашей необъятной родины. И ты остаешься один на один с кредитом, приятными или неприятными воспоминаниями про любовь и огромной лапшой на всех ушах. Вот это прям будет трешняк. И потом хер ты кому чего будешь эту историю рассказывать. Менты будут смеяться, а банковские служащие, хотел сказать, плакать, но я думаю, что тоже будут смеяться и думать, ёп, в душу Бога мать, что ж ты такой кретин. Чтобы не быть такими кретинами, первое, не ведитесь на... Если вы про себя все знаете, не ведитесь на то, что вам говорят, какой вы охеренный. Это первый признак того, что вас собираются подоить, пошваркать и так далее. И второй момент, конечно, даже если вы чувствуете, что у вас любовь-морковь, никогда не соглашайтесь во всякие будни. Вообще, очень хороший вариант всегда был брачный договор. Вот он прям вот очень хорошая история. Даже уже на момент свадьбы, когда вы расслабили булки и думаете, что все шикарно, все может быть совсем не шикарно. Кому нужен поручитель? Солидный мужчина в самом расцвете сил. Пишите, выступлю, можете пропасть, все оплачу, давай пока пиши. И девочку на оценочку, конечно же, как всегда, от 0 до 10 баллов. Пишите.